Приветствую вас, друзья, на канале. Сегодня будет интересное видео, оно будет очень полезно для рыболовов. Особенно для тех, кто любит зимнюю рыбалку. В этом видео я буду делать аккумулятор для электрического ледобура. Клиент заказал этот электрический ледобур с России. Он российского производства, здесь можно даже посмотреть полностью сайт, производитель, это никакая не реклама. За это никто не платил. А мог бы. Что здесь написано, кстати? Электромоторедуктор 110 Вт от 12 до 24 вольт. Техномастер, город Тольятти. Здесь, по-моему, что-то еще было написано. Я так понял, этот электродвигатель с каких-то автомобилей. Для автомобилей ВАЗ, ГАЗ, ну дальше тут не видно. ЗАЗ. Может быть, он с дворников? Я не знаю. Пишите, пожалуйста, в комментариях, откуда может быть этот электродвигатель. Я, если честно, не знаю. Выполнена конструкция довольно прочно. Здесь массивные ручки, которые можно сложить и затянуть. Единственное, что мне не нравится, это вот этот узел. Переключение скоростей вперед и назад. Это вперед, это назад. Ну или наоборот. Кому как удобно. Довольно ненадежно, как мне кажется, здесь осуществляется контакт. Но токи вроде бы небольшие. 110 Вт всего лишь мотор. При 24 вольтах это будет совсем маленькие токи. Здесь, скорее всего, стоит планетарный редуктор. Может быть, конечно, я ошибаюсь, но очень похоже на планетарный редуктор. Возможно, даже с пластиковыми шестеренками. Но сам узел массивный, возможно, сделано более надежно. И шестеренки из какого-либо металла. Сделано в России. Так, здесь написано 12 вольт, 110 ватт. Ну, то, что они написали 24 вольта, думаю, да. Этот двигатель сможет выдержать 24 вольта легко. Здесь установлен разъем для подключения провода, который идет в комплекте. На конце провода идут стандартные разъемы. Сюда можно подключить 12-вольтовый аккумулятор. Они распространенные, идут в бесперебойниках и другой технике. Но клиент знает, что свинцово-кислотные аккумуляторы очень быстро выходят из строя и решил изготовить литиевый аккумулятор. И обратился ко мне. Аккумулятор для этого электрического ледобура я буду собирать из трехкомпонентных литий-NMC элементов. Вот такие вот элементы, я уже их неоднократно тестировал на канале. Первое видео это тест на емкость. Второе видео это тест на циклы. Я делал 99 циклов этих элементов. Продержались они очень хорошо. Деградация была менее 0,5% за эти 99 циклов. Если сравнить с именитым брендом Panasonic, то лучший образец у них имеет деградацию 6%. Представляете, это более чем в 12 раз лучше, чем Panasonic. И третий тест это тест на пожаробезопасность. Я опустил в расход два таких элемента. Оплатил этот тест один из подписчиков, за что ему еще раз огромное спасибо. Один элемент я смял молотком, а второй элемент я продырявил гвоздем. Результаты очень сильно меня впечатлили. Кто не видел, обязательно посмотрите. Ссылочки на эти три видео я оставлю в описании и в закрепленном комментарии. BMS я буду использовать вот такую красненькую с радиатором. Они очень хорошо себя зарекомендовали. Также у меня есть видео по этой BMS. Кстати, я его тоже размещу в описании и в закрепленном комментарии. А также и ссылку на эту BMS я тоже оставлю. Очень хорошая BMS. На заводе ее могут прошить под разные пороги. Я заказываю для литий-иона и для литий-NMC. Для литий-иона нижний порог 2,5 вольта. Для литий-NMC 2,75 вольта. Сборка батареи особого труда не представляет. Для начала нужно скрепить элементы друг с другом, чтобы они были единым целым. В ряд, я думаю, так не стоит ставить. Батарея будет иметь малую жесткость. Я думаю сделать вот таким вот образом. Решил скрепить вот таким вот образом. Так будет гораздо прочнее и чуть более компактно. Сейчас приварю никелевые ленты и установлю BMS. Это несложно. Приварил никелевые ленты по 3 штуки. Снизу 2 и сверху еще одну. Хоть двигатель много не потребляет, мощность его всего 110 Вт, но все равно. Приварил лент с запасом, чтобы напряжение сильно не просаживалось. Перед тем, как устанавливать BMS, я немножко обтачиваю вот эти выводы от разъема. Они слишком сильно торчат,
И при установке BMS могут продырявить термоусадочную пленку и произойдет замыкание. И также наклеиваю пару кусочков термостойкого скотча на сами элементы, чтобы никакого замыкания в будущем не смогло произойти в принципе. Оклеил термостойким скотчем, сейчас приклею на термоклей вот в это место. Силовой и балансировочный провода припаяны, но перед тем, как подключать разъем к BMS, нужно проверить полярность. Правильно ли я подпаял провода. 3.06, 3.17, 3.23, 3.16, 2.96. Все правильно. Подключаю разъем. Теперь можно проверить, работает ли BMS. Напряжение на ее выходе должно равняться напряжению на элементах. Напряжение на элементах 15,6 вольт. Напряжение на выходе 15,6 вольт. Да, все верно. Транзисторы открыты, BMS работает. Сейчас поясню, как подпаивать балансировочные провода, вдруг кому непонятно. Это не сложно, это очень просто. Схему подключения вы сейчас видите на экране, но я сейчас еще наглядно покажу, как это сделать. Здесь на разъеме есть минус батареи и есть плюс батареи. Минус черный, ну а плюс здесь они сделали зеленым. Я начну от минуса, но можно и от плюса, это не особо важно. Главное соблюдать последовательность. Минус подпаивается к минусу батареи, либо сюда на плату. Следующий идет красный провод, он подпаивается к перемычке, которая идет следующая от минуса. Вот эта перемычка. Вот сюда я его подпаял. Следующий провод белый, он идет на вторую перемычку. Вот она, вторая перемычка, вот он белый припаян. Желтый идет на третью перемычку. Вот она. Оранжевый идет на четвертую перемычку. Вот она. И плюс батареи на разъеме подпаивается к плюсу батареи. В принципе, ничего сложного, нужно просто себя постоянно перепроверять, чтобы не допустить ошибок. Как говорится, 7 раз отрежь и 1 раз отмерь. Шучу, конечно. Также я хочу сказать про вот эту перемычку. Она устанавливается, если к BMS подключаются мощные моторы. Она увеличивает время задержки срабатывания защиты по току. То есть, если установлена перемычка и будут большие токи, то BMS не будет ложно срабатывать и отключаться. Сейчас уложу балансировочные провода, зафиксирую их термоклеем и проверю нижний и верхний порог отключения BMS. Это обязательно нужно сделать. Верхние и нижние пороги я всегда проверяю. Измерим нижний порог отключения BMS. Для этого я разрядил батарею. Сейчас она практически полностью разряжена. Измерим напряжение на элементах, чтобы узнать самый минимально заряженный элемент. 3.11, 3.22, 3.29, 3.26, 3.16. Получается, на вот этом элементе самое минимальное напряжение, по нему и будем смотреть нижний порог отключения BMS. Ток увеличивается, напряжение начинает падать. Произошло отключение BMS на 2,7 вольта. Поставлю аккумулятор заряжаться и узнаем его, чтобы выяснить верхний порог отключения BMS. Аккумулятор зарядился, сейчас выясню, на каком из элементов самое высокое напряжение, чтобы по нему контролировать верхний порог отключения BMS. 4.16, 4.13, 4.16, 4.15, 4.19. Вот этот элемент имеет максимальное напряжение. По нему я и буду проверять верхний порог отключения BMS. Все, произошло отключение. Зарядка выдала ошибку. 4,25 вольта верхний порог, 2,71 вольта нижний порог отключения. Отличная BMS, отличные пороги. Теперь можно усадить аккумулятор в термоусадочную пленку, установить разъем для подключения к электроледобуру. Также на разъем я поставлю диод обратно включенный и конденсатор, чтобы защитить транзисторы BMS от самоиндукции двигателя. Отогнул фиксаторы в разъеме, теперь можно вытащить сами наконечники. Я сейчас их освобожу и припаяю вместо них этот провод, а также припаяю обратно включенный диод и конденсатор на всякий случай, чтобы убрать самоиндукцию, как я уже говорил.
Разъем с диодом и конденсатором готов. Останется только термоклеем его залить и в термоусадочку для красоты. Сейчас для проверки подключу. А вот они как раз искры, последствия самоиндукции. Вот их как раз будет гасить тот диод и конденсатор, чтобы не сгорели транзисторы в момент размыкания. Именно в момент размыкания, когда BMS отрабатывает, защита срабатывает по нижнему порогу. Транзисторы закрываются, и их легко может пробить самоиндукцией. Именно для этого и ставятся диоды параллельно выходу батареи, чтобы высокое напряжение от самоиндукции двигателя не пошло и не пробило транзисторы. Сейчас закатаю разъем в термоусадку и сам аккумулятор, и можно будет отдавать клиенту. Как раз для аккумуляторной батареи подходит термоусадочка на 130 миллиметров. Прям четко. Отлично, просто замечательно. Прям то, что доктор прописал. Термоусадку я закупаю рулонами, так удобнее и дешевле. Ссылку на продавца термоусадки я тоже оставлю в описании, вдруг кому пригодится. Перед тем, как усаживать термоусадку на разъем, заливаю все клеем. Потом термоусадка сожмется, все здесь так схватится прочно, что фиг отдерешь. Сверху на разъем тоже немножко намазываю, чтобы термоусадка очень прочно зацепилась за сам разъем. Ну и все, последние штрихи. Оп. Теперь зафиксирую провод армированным скотчем. И сверху еще наклею армированного скотча, чтобы все это закрыть и выглядело более красиво. Ну вот и все. Когда отпускаешь, двигатель коротится и останавливается. Это очень удобно в некоторых моментах. Но если не отпускать до конца, то он останавливается по инерции. Вот такое вот видео. Кому понравилось и было полезно, ставьте лайки. Кому не понравилось, дизлайки. Делитесь обязательно этим видео в соцсетях. Это лучшая благодарность для меня. Это помогает продвигать видео, канал в целом. Позволяет большему количеству людей, я надеюсь, увидеть полезные для них ролики. Еще раз спасибо за просмотр. До новых видео. Всем пока! Увлекся съемкой и совсем забыл, что нужно же сделать еще зарядный разъем. Зарядный разъем я припаял сюда же. XT60, очень удобно. Зарядное устройство на 1 ампер 21 вольт. Чтобы долго не искали, ссылку на него тоже оставлю в описании. Очень хорошо себя зарекомендовали эти зарядные устройства. Тестирование аккумулятора. Правда, с другим ледобуром. Да, он забуривается быстро. Офигеть. Это какая глубина здесь? Первая лунка 2022 года. На маленьком Какая глубина озере. получается? Да? Так, как определить сейчас? Нужно еще одну, наверное, бурить. Да, сейчас сделаем еще одну. Было вот так. Глубина льда. Полметра? Больше. Ну, полметра. И так можно до бесконечности. Оба-на. Видите? Ставить ставил. А застегнуть забыл. Крещение боем. Да, заодно тест на
Удар Вот, чтобы он туда не улетел. в лунку. Хотя как раз сюда влезет. Да туда что хочешь влезет, если что. Щелкнул. Вот так, да. Вот теперь да. Это уже сколько, так можно со счета. Можно со счета сбиться. Короче, как озеро кончится, значит еще все путем. Раз, два, три, 4. Удочка есть? 6. Тащите удочку. 6, да, получается? Пока добре. Была 6, сейчас 7 будет. То есть видно, как отрабатывает защита от заклинивания. Ага. Начинаю прижимать, он начинает останавливаться и заклинивает. 9. Ну 10 сделаем, потом ножи еще чуть покручу, чтобы... 50. Лучше тут не вставь его в снег-то. Да вон там это, ничего нет у него. Так, будем считать, будем в ряд, бурите считать для видимости, понимать. Десятка будет еще? Может, Будет больше? еще как минимум 30. Посмотрим. Еще один десяток есть. Может быть, рядышком его идти. Да, теплый воздух Теплый идет. воздух. Ну теплый это, в принципе, учетом, что он берет холодный, то теплый, это значит, он нагрелся. Но батарея потеплее стала, потому что на руку она не прям, а снег с нее тает, да. По чуть-чуть. Ну, Но думаю, что этого сейчас хватит, чтобы ее уже охладить. Корпус. корпус, да. 30 лун. Минус 7 показывает. Опа! Отработал. Отработал. Крутит, но отрабатывает. То есть напряжение падает ниже. Получается чистый. 74 лун. 80. 80 сразу. 80. 8 десяток я начал. Ой, нельзя, подходите близко, там дырки вокруг, там вода. Раз, два, А что это вы три, делаете? 4, 5, 6, 7. Ловить рыбу будете? Ну вот так вот выпустить человек 100, и можно засверлить все озеро.
Оно тут небольшое. Маленькое. Это ты хочешь призвать к челленджу, бурите лунки, пока не поздно. Рыба Пока- вздохнет, если она есть еще. Она там не вздохнет, она уже там выдохнула. В принципе, по полной. В общем, понятно, сколько можно примерно набурить лунок. 75 штук. Если время от времени отдыхать, я думаю, больше 80 точно должно быть. Это мы тут не давали акумы почти отдыхать. А то и может и 90 будет, кто Ну, знает. сейчас он полежит полчаса. И дальше можно. Температура нормализуется в элементах. Да, так ты считаешь? Не, и у него-то заряды надо давать. подтекут. Я же говорю, там эти надзиратели бегают по пластинам, и они подпинывают электроны, которые не хотят идти куда надо. Они их подпинывают из глубин. Как раз к электроду самому. Из глубин на маске. Так Короче, скажем. в следующем видео ты популярно расскажешь о том, как работают эти смотрящие за пластинами и чем они, там, Смотрящие по пластинам. чем они там могут подпинывать, какими способами. A few moments later. Дать разочек Ну, критически. кстати, для интереса чуть попробовать, насколько его сейчас хватит лунок. Ну, по сути, литий-ион более совершенный. Литий НМС. Прям так он, так отдыхать ему не нужно. Я снова отдохнул, я скажу. У него напряжение может сейчас чих резко просто вот резко, упасть. вот это вот резко и произошло сейчас. Так и происходит. Все. Не мучайте аккумулятор. Если сел, 75 честных лунок. если сел, то заряжайте. Да, лучше до конца не разряжать, прям глубоко больше прослушать. Все, заканчиваем видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Делитесь в соцсетях. До новых видео. Всем пока.